перестань пихать в себя. Как? Я еще не все курсы посетил. Денег в кошельке у них становится меньше. Я же купил курс личностного роста, личностного нароста. Пусть он меня поменяет. Одним словом, это, можно сказать, мода. Бегите оттуда, ничего не произойдет. Игорь Владимирович, я заметила, и вы, наверное, тоже, что сейчас люди очень много внимания уделяют саморазвитию. Они там целый день на тренингах, на каких-то, на йоге, на кулинарных курсах, на лепке из глины. Что вообще происходит? В Россию пришла культура selfish-oriented, личностного развития, личностного роста. Это культура, которая феноменальным образом распространена в Америке. Но мы же, ведь же нет пророков в своем отечестве, мы заимствуем с Америки много еще, и это в том числе, да, и для многих людей ЗОЖ, биохакинг, там, бег, там, не знаю, что там, насилие, самонасилие становится такими вот элементами, что оно занимает всю жизнь, и люди ищут в этом спасительную таблетку, что сейчас все случится. Сейчас они обретут некое блаженство, чувство чего-то такого, к чему стремятся, все. Вот. Поэтому, одним словом, это, можно сказать, мода. Лучше увлекаться личностным развитием, чем, например, бухать, или там наркотиками, или еще чем-то. Вот. Вреда меньше. А вот есть ли польза, об этом поговорим отдельно. Если вам нравятся мои видео, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы что-то важное не пропускать. Договорились? Поехали. Игорь Владимирович, но по сути работа над собой — это ведь неплохо, но люди на них ходят, и как будто бы нет результата. Почему так? Ну, во-первых, именно так и есть, потому что люди ведутся на моду и становятся легкой добычей у тех, кто продает эту моду, использует эту моду на свой карман. Вот. Я сейчас приведу всего три простейших правила, подхода, принципа, которые позволят срезать лишнее, или не попасться в эту ловушку. Первое. Принимая любое решение, перед принятием его сделай небольшую задержку. Вот просто включи задержку и скажи, ответь на 3 вопроса. Вопрос первый. Ты в этом решении есть? Это ты, твое решение, или это чье-то решение, и тебе продали пылесос Dyson, который нахрен никому не нужен, но ты понимаешь это, когда ты уже заплатил бабки, а курьер, который забрал бабки, ушел. Второе. При любом решении, занимаюсь любым курсом или чем-то там, да, ответьте на вопрос. Энергия твоя прибывает или убывает, и тебе постоянно нужно волевое усилие, чтобы заставлять себя это делать, потому что модно, потому что надо, потому что все делают, неважно почему-то, энергия прибывает. Еще раз говорю, каждый из этих вопросов, он только вместе, все 3 вопроса надо ответить, потому что, например, коучеры и тренеры научились делать так, что энергия прибывает, то есть они вводят людей в состояние, когда они занимаются абсолютно бесполезным делом, но энергия прибывает. И самый мой любимый, 3. Смотри, используй силу момента. То есть если тот курс обучения английского языка, да, не привязан к моменту, то есть тебе этот английский язык нахрен не нужен, и ты изучаешь его просто как до кучи или в запас, или потому что другие делают, или потому что родители сказали, что английский это хорошо, и так далее, неважно, но ты не используешь силу момента и привязки к моменту, то такое решение всегда окажется пустой тратой времени. Поэтому, задав себе 3 вопроса, всего 3 вопроса. Первое. Ты есть в этом решении или это чье-то решение, а тебя туда втянули? Второе. Энергия прибывает у тебя или убывает, и тебе нужно волю использовать? И 3. Сила момента есть, он привязан к моменту, что тебе нужно использовать этот сейчас. Таким образом, это универсальный сканер, да, опасных мыслей, опасных
ну, проявлений. Ты его включаешь, он срабатывает, если ты на все вопросы ответил в выгодном для себя свете, все, пожалуйста, делай. Да, если нет, ну окей, подбери что-то еще. Как тогда понять, что из этого тебе действительно нужно, а что тебе там маркетологи, продавцы навязали? Первое. Что нам продают? Нам продают обнуление вероятности успеха в жизни в случае, если мы не проходим все эти курсы всевозможного там личностного развития, личностного роста или же с ним. Да? Все, обнуляется вероятность. Все. И второе. Нам продают не нулевую вероятность того, что если мы будем заниматься, да, то не нулевая вероятность, что у вас произойдет в жизни что-то такое важное, значимое, и у вас в жизни все наладится, дела пойдут на лад. Итак, первое. Обнуление вероятности, значит, в случае, если мы не сделаем. Ну, давайте просто сразу посмотрим на значимое количество людей, просто огромное, которые не занимаются никакими курсами, тренингами, да, а просто окружили себя людьми, у которых получается жить, и у них все получается столь же часто или даже чаще, чем те, кто тратит время на курсы и бьет себя в грудь, что он там ходит на курс. Таким образом, разбивая полностью утверждение, что если ты не занимаешься курсами личностного развития, то с тобой ничего дельного не может произойти. Не выдерживает критики просто. Все. И второй момент. Это не нулевая вероятность, что если ты будешь заниматься, то у тебя повышаются шансы, что дела пойдут на лад. Но тут мы просто возьмем выборку тех, кто занимается, и посмотрим, так в чем выражается, что дела у них пошли на лад. То есть известно следующее, что денег в кошельке у них становится меньше, что они на долгое время утрачивают способность смотреть по сторонам, ибо слишком сконцентрированы на выбранном направлении личностного развития. Да? Гиперболизировав или гипертрофировав развитие даже этой одной какой-то части, они наращивают в себе структурные диспропорции, что выражается потом в очень странных явлениях. Например, девушки, женщины или мужчины, посетившие курсы психологии, надолго становятся такими докторами по психологии, которые так и норовят подругам, ну или друзьям давать психологические советы. Ну, то есть вмешиваться в их жизнь, ну вообще переворачивая вверх дном все вокруг себя. При этом, если обратить внимание, а как у них у самих-то дело обстоит, ну, в жизни и так далее, обычно дела обстоят не просто не лучшим образом, а полный кавардак. Каждый может теперь решить для себя сам, стоит ли платить своим временем, бесценным ресурсом, да, и деньгами за всего лишь не нулевую вероятность, что у вас получится. Почему так много людей в не самой богатой стране это покупают и все больше и больше покупают? На самом деле, черт побери, вот иногда не хочется прилагать усилия к изменению сложившегося дизайна привычек и переложить ответственность за формирование своей привычки с себя на кого-то. Дай куплю какой-то курс, пусть он меня поменяет. Или я буду вджобывать, и на этом курсе со мной произойдут изменения. Но именно в этот момент происходит сама вот эта подлянка. В этот момент у людей часто: я же купил курс за мои деньги, вы меня сейчас лечите. Но они подсели на это, да, они ищут мечту, они покупают мечту, то есть они, в принципе, покупают другой продукт. Не что-то изменить в себе, а быть с мечтой. Эти курсы, они достаточно дорого стоят. Да. Вот как понять, что ты либо переплатил, либо вообще не стоило тратить деньги? Наличие бесплатной альтернативы того же самого. Зачем платить за то, что есть? А, кстати, очень много в бесплатном доступе. Есть даже целые фирмы, которые берут курсы или что, которые в бесплатном доступе, переводят их на платную платформу и продают. Нормально, кстати, продается. Дальше. Если ты выпускник какого-то сообщества, института, и в этом институте, да, есть успешные состоявшиеся люди, ты можешь найти такого выпускника и, более того, обрести не просто бесплатные советы и коучинги, да, но еще человека, не безразличного тебе. Значит, ну и третий, самый, можно сказать, универсальный и всегда действующий. Если ты что-то учишь
расширяешь компетенцию, чтобы повысить свой доход сейчас, в значимое время, или вот в ближайшие месяцы и так далее, то однозначно да. Если ты учишь для кругозора, для чего-то, родители сказали, друг сделал, или ты где-то мнение услышал, или про запас, или ты где-то посмотрел футурологов, что завтра какие-то специальности будут, и ты пошел на эти курсы, тогда вероятность очень большая, что мимо. У меня есть подруга, которая ходит, мне кажется, минимум 10 курсов в год. При этом эти курсы не приводят ни к увеличению дохода, ни к новой работе, ни к чему. Да. Есть вот эта история, когда это подсаживает как на иглу? 100%. То есть вся вот эта культура selfish innovation, да, это навязанная культура провоцирования внутренней недостаточности. Чтобы ее удовлетворить, надо прийти на очередной курс личностного развития, личностного роста, личностного нароста. Вроде бы все хорошо, но для человека, который подсажен на это, постоянное чувствование внутреннего напряжения, просто гигантского, и неспособность удовлетворить это внутреннее напряжение ни одним курсом, потому что это как бы временная, таблетка обезболивания. Любой курс становится временным обезболиванием. И как только он превращается, опять воцаряется внутреннее напряжение, недостаточность. Дело в том, что напряжение очень несексуально. Я прекрасно помню эти времена, я сейчас расскажу свою историю. Вот приходишь на университетскую дискотеку, вот там есть люди, которые, там танцуют как-то расслабленно, да, и всегда есть люди, которые вот по стеночкам там стоят и напряженно вглядываются вдаль. И вот я оказываюсь на физтехе. Как раз вчера была дискотека, и не удалось познакомиться с девушками. Я стою и что-то там у стеночки, и вглядываюсь куда-то, и девочки какие-то ко мне подходят, там что-то, а я такой, как бы что не вышло, как бы что, чего не вышло, да, такой, вот. Ну и, собственно, ничего и не выходит, но, видимо, тоже от напряжения, но тогда я не знал это еще, я не знал это, что напряжение настолько несексуально, и что вот эта культура вечного selfish, значит, там, чего-то развития, да, оно только увеличивает это напряжение. Я тогда этого всего не знал. Я иду по коридору, и там мужчина, и он идет, смотрит на меня внимательно. И он такой меня останавливает, говорит, подожди. Да. И он начал спрашивать, что, как, и такой говорит, что там, бытовые проблемы, что ли? Или что там, деканат, проверки какие-то устроил там, или что там, может, учеба не клеится и так далее. Вот он расспрашивает, и я стою в оцепенении, тоже в напряжении, я в оцепенении. И я мотаю головой, девушки. Я такой говорю, махаю головой такой. Он говорит, понятно. И говорит мне это замечательное слово, напряжение несексуально. Отключи напряжение. Вот это вот как бы что ни было, и что-то ты пропускаешь, и надо на очередной курс, или какие-то ты себе предъявы делаешь, и, может быть, ты не соответствуешь чему-то, идеалу там или что-то, может быть, у тебя морда кривая, или ты там фейсом там не вышел, или что-то. То есть все эти факторы, которые увеличивают напряжение и убирают сексуальную привлекательность и вообще тягу между людьми, убирают. И, в общем, он уходит. На этот день вечером была дискотека. Ты знаешь, что на ней было? На ней было все по-другому, но после дискотеки я уже шел с 3 девушками. Очень быстрый коучинг. Вполне результатный. Вот. Да, поэтому напряжение не сексуальное, и всем, кто подбирает себя, какой же еще курс он там пропустил, и что он, что-то там вот это самое, я так скажу, расслабься. Перестань пихать в себя столько разного всего, что тебя рвет на части, и ты постоянно в напряжении находишь, твое внутреннее напряжение, ты стираешь себя, вот все, понимаешь, чувствуешь. Вот, поэтому очень важно встретить человека, который отнесется к вам не как, да, скажет вам какую-то истину там, да нет никакой истины, а вы ему будете не безразличны, не как добыча, еще один кандидат на курс принес, бабки принес и так далее, который, конечно, вам споет дифирамбы, какой вы хороший ученик и так далее, деньги присылает. Да нет,
найдите человека, которому вы безусловно не безразличны. И я таких людей ищу в X10 Academy, именно это и преподаю. Сейчас вот, конечно, попрут же высказывания о том, что я рекламирую X10 Academy против кого-то, да. Я говорю, нет, просто X10 Academy — это такая школа, где мы отбираем людей, у которых получается с методикой учения X10 достигать значимых результатов. То есть мы делаем отбор, и у тех, у кого получается достигать значимых результатов, люди сами решают остаться. То есть у кого не получается, я говорю, значит, нужно попробовать что-то другое. Просто пробуйте и смотрите, происходит ли у вас улучшение настроения, самоощущения, состояние внутренней такой устойчивости, уверенности в себе. Если происходят вот эти вот все симптомы, оставайтесь на этом, курсе, тренинге или где-то, потому что это хорошо. А если вы так и ждете, что вот сейчас что-то произойдет, и у вас происходит необходимое привлечение воли, да, вам говорят, вот, надо еще постараться, и тогда произойдет, бегите оттуда, ничего не произойдет.